может получить отсрочку от армии? Кто может получить отсрочку от службы в армии на время обучения или из-за болезни? В каких случаях предоставляется отсрочка по семейным обстоятельствам и какая ответственность за уклонение от службы в армии? 1. В чем разница между отсрочкой и освобождением от службы в армии? Отсрочка – это временное освобождение от службы в армии, которое можно получить на время обучения в вузе и колледже, в связи с семейными обстоятельствами или по состоянию здоровья. Как только обстоятельства, которым обусловлена отсрочка, теряет свою силу, вас могут призвать на службу в армию. Освобождение действует постоянно и, как правило, связано с тяжелым хроническим заболеванием или научной деятельностью. 2. Кто может получить отсрочку от армии по учебе? Студенты, учащиеся на очном отделении. В школах и других учебных заведениях, по программам среднего общего образования, имеющих государственную аккредитацию. В колледжах и других учебных заведениях, по программам среднего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию. В подготовительных группах вузов, имеющих государственную аккредитацию. В вузах, по программам специалитета бакалавриата и магистратуры, имеющих государственную аккредитацию. В научных организациях, по программам аспирантуры, адъюнктуры, ординатуры и ассистентуры стажировки, имеющих государственную аккредитацию. Отсрочку от службы в армии на время обучения можно получить только один раз. Если вы поступаете в вуз, уже воспользовавшись отсрочкой в колледже, получаете второй диплом или ранее уже отчислялись из вуза, то не сможете воспользоваться отсрочкой на время обучения. Повторно воспользоваться отсрочкой можно только в случае, если вы получили диплом бакалавра и в этом же году поступили в магистратуру. Продлить или восстановить отсрочку можно, если вы взяли академический отпуск, поменяли программу обучения или перешли в другой вуз или колледж, также имеющий государственную аккредитацию, а общий срок обучения увеличится не более чем на год. Вы восстановились в том же вузе или колледже после отчисления не по инициативе образовательной организации, а срок вашего обучения не увеличится. Полный перечень оснований для получения отсрочки от службы в армии на время обучения вы можете посмотреть в пунктах САПД части 2 статьи 24 Федерального закона номер 53 от 28 марта 1998 года. 3. Кто может получить отсрочку по семейным обстоятельствам? Вы можете получить отсрочку от армии по семейным обстоятельствам, если постоянно ухаживаете за отцом, матерью, женой, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, которые нуждаются в постоянном уходе, помощи или надзоре по состоянию здоровья. Заключение об этом должно дать федеральное учреждение медико-социальной экспертизы по вашему месту жительства. Вы также должны быть единственным членом семьи, который по закону обязан содержать родственника, нуждающегося в уходе, а сам родственник не должен находиться на полном государственном обеспечении. У вас уже есть ребенок и ваша жена на 22 и более неделе беременности, а ваш брак официально зарегистрирован. Вы являетесь опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата или сестры и нет других лиц, обязанных по закону содержать их. Вы отец-одиночка. У вас 2 и более детей. У вашего ребенка инвалидность и он младше 3 лет. Если основание для отсрочки перестает действовать, например, ваш родственник больше не нуждается в уходе, вы подлежите призыву на общих основаниях. 4. Кто может получить отсрочку по состоянию здоровья? Отсрочку от службы в армии по медицинским показаниям предоставляют на срок от 6 месяцев до 1 года. Ее получают призывники, которым в ходе медкомиссии присвоили категорию Г. После окончания отсрочки они должны еще раз пройти медкомиссию, чтобы определить категорию годности к военной службе. Призывников, которым присвоили категорию, зачисляют в запас без прохождения срочной службы, призвать их могут только в случае войны. Призывники, получившие категорию годности D, не могут служить в армии. Перечень заболеваний, соответствующие им категории годности, вы можете посмотреть в приложении к положению о военно-врачебной экспертизе, утвержденном постановлением правительства РФ номер 565 от 4 июля 2013 года. Если по результатам медкомиссии вы не согласны с заключением о годности к военной службе, вас направят на контрольную медкомиссию. 5. В каких еще случаях можно получить отсрочку? Получить отсрочку от службы в армии в связи с занимаемой должностью или участием в выборах можно в следующих случаях. Вы поступили на службу в органы внутренних дел, государственную противопожарную службу, учреждения и органы уголовно-исполнительной системы,
Органы принудительного исполнения Российской Федерации или таможенные органы Российской Федерации сразу после успешного окончания вузов этих органов или учреждений получили специальные звания, например, если вы учились в вузе МЧС и после этого пошли на службу в МЧС. Отсрочка предоставляется на время службы в этих органах и учреждениях, но не предоставляется, если вы поступите туда на работу. Вы поступили на службу в войска Национальной гвардии Российской Федерации сразу после успешного окончания вуза и вам было присвоено специальное звание, отсрочка предоставляется на время службы. Вы зарегистрированы в качестве кандидата на должности, замещаемые прямыми выборами, или на членство в органах государственной власти, либо их палатах, или местного самоуправления. Отсрочка предоставляется до обнародования результатов выборов или до дня вашего досрочного выбытия из них. Вас избрали депутатом Государственной Думы Российской Федерации, законодательного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, представительного органа муниципального образования или главой муниципального образования, и вы осуществляете свои полномочия на постоянной основе, отсрочка предоставляется, пока вы занимаете эту должность. Полный перечень оснований для получения отсрочки от службы в армии вы можете посмотреть в статье 24 Федерального закона номер 53 от 28 марта 1998 года. 6. Кто освобождается от службы в армии? Освобождаются от прохождения срочной военной службы. Признанные негодными, категория D, или ограниченно годными, категория к военной службе по состоянию здоровья. Прошедшие военную службу в другом государстве. Проходящие или прошедшие альтернативную гражданскую службу, имеют право отказаться от военной службы. Граждане, имеющие ученую степень. Сыновья или родные братья военнослужащих по призыву, погибших или умерших в связи с исполнением своих обязанностей, граждан, погибших или умерших в связи с исполнением своих обязанностей на военных сборах, а также граждан, умерших после окончания военной службы или военных сборов вследствие ранения, травмы, контузии или заболевания, полученных в связи с исполнением их обязанностей. Не подлежат призыву на военную службу граждане, отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, ареста или лишения свободы, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления, находящиеся под следствием, а также граждане, в отношении которых ведется дознание или уголовное дело, в отношении которых передано в суд.